Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Тут вижу есть гоблины-мехи, и скорее всего я хочу попробовать испытать все-таки свою удачу, но по привычке вы и так все поймете, что будет конкретно в этой игре, правильно? Правильно, поэтому я загадывать наперед не буду, но буду высказывать свою мысль о том, что я хочу попробовать сыграть на гоблинах-мехах, а вот получится у меня или нет, это мы посмотрим. И, ребят, присаживайтесь все поудобнее, не забудь тыкнуть сейчас свой лайк обязательно, ну и в конце игры оставить все-таки комментарий, что думаешь по поводу этой катки и так далее, и так далее, и так далее. Но если не подписан, то подпишись. А еще, ребят, на днях, ну, скорее всего, завтра, говорю, на днях, у меня сегодня-завтра выходной, поэтому говорю на днях. Неплохо. Может, это намек на том, что мне нужно сыграть на эльфах? Интересно. Короче, это намек. Скорее всего, что мне нужно сыграть на эльфах. Но я вернусь к предыдущему. Скорее всего, завтра будет стрим. Когда он будет и во сколько будет, я, соответственно, сообщу в своем телеграм-канале. Поэтому, если ты еще не подписан на него, то подпишись. Но обычно это в 6 часов вечера. Но все еще может поменяться, то есть может что-то перенестись, может быть раньше, может быть позже. В общем, стрим будет, во сколько узнаем. Может вообще его не будет, и, к сожалению, из-за того, что у меня отключают жестко свет. Ну, короче, давайте не буду вдаваться в эти подробности. Просто скажу, что ничего себе мне заходик пришел такой-то. Неплохо, неплохо. Жалко, конечно, не гоблины-мехи со старта, и жалко, что у меня нету Тинкера и гоблина-убийцы со старта в 2 звезды, а можно и резачка в 2 звезды. Ну, короче, тут можно много чего интересного намутить. Беру Святой Грааль под гоблинов-мехов, потому что кто вдруг не знает, то у мехов на 50% больше от хила, из-за того, что это их классовая особенность. Как-то так. Вот так, кто вдруг не знал. Поэтому Святой Грааль под мехов гоблинов довольно-таки неплохой предмет. Не самый лучший, конечно, но неплохой. Вот серьезно, неплохой. Поэтому его надо брать. Вот это я понимаю подгон. Понимаю. Там чуваку с пандой алхимик пришел. Вопросов не имею. Вопросов к скиллу нет. Бесполезный мне предмет упал, но на самом деле там из более-менее полезных предметов был это кристалл богини. Как там? Короче, кристалл Геральда. Он же Рубик. Кристалл Рубика, он такой полезный предмет, но и одновременно бесполезный, потому что, вот, допустим, сейчас бы он украл какой-то вот, условный скилл панды, который пиво накидывает сверху. И все, и делай, что хочешь. А можно, ну, уже пора прокастик, как бы, ну, я тут, меня выжи... Стандартная ситуация. Вражеский гоблин-убийца кинул сюрикен на все мое хп. Потому что если бы он не кинул свой сюрикен сейчас в моего Тинкера, мой бы Тинкера 2 раза ракетки бы закатил. И, скорее всего, половину бы народа я там тупо аннигилировал. 2 убийцы в 2 звезды. Ого, где там убийц? Ну, короче, план таков у меня на эту игру. Я хочу сыграть на гоблинах-мехах, хочу золотые роллы, много чего хочу, и губозакаточную машину тоже сверху хочу. Но все в течение игры может еще и поменяться. И, ребят, хочу к вам обратиться с вопросом, на него я хочу получить максимальный фидбэк. Что вы думаете, если на канале будут повторяющиеся ролики? В плане того, что, допустим, там 2-3 раза подряд на зоопарке сыграть, на зверях, да? 2-3 раза подряд там на шаманах сыграть, на драконах и тому подобное. Почему у меня такой вопрос возник? Потому что у меня сейчас ограниченное количество времени свободного. Я не могу полноценно вот сесть тупо и снимать, грубо говоря, чтобы было там 20-10 попыток. Ой, 10-20 попыток. Короче, много попыток потратить, к сожалению, не могу. И вот от этого у меня такой вот вопрос появился. Что вы думаете на этот счет и ваше мнение каково? Потому что, ну, сложно сейчас. В действительности сложно. Не думайте, не ною. Ну, чуть-чуть немножко. Так, чуть-чуть немножко ною, но... Короче, вы поняли. Попыток у меня не так много. Так что вы думаете на этот счет? Потому что я вот стараюсь, а мне скилл не идет и не идет. Ну ладно, то такое. Что-то еще хотел такое сказать интересное, необычное. Ну, забыл. Точнее, не забыл, из головы. Ну, забыл, короче, из головы вылетело. Что-то у меня сегодня раздвоение личности. Забыл, не забыл. Блин, ну, если упадет жезл Киры по реликвии, будет неплохо. Я смогу себе сделать там Тинкера.
Агра, Гоблина-убийцу, Клокверка, возможно, Резака в 3 звезды. И у меня будет довольно-таки сильный старт, потому что у меня будут ранние 3-звездочные фигуры, довольно-таки сильные. Если бы у меня, конечно, еще и предметы были подходящие, вот я же говорю, что под Тинкера предметы у меня были на ману, то было бы жестко. Но чего нема, того нема. Вот. Ой, как хорошо ракетки полетели. Хо-хо-хо. Так, ну что, давай, халявный ролл. И Тинкер в 2 звезды. Прямо сейчас, первый ролл, давай. Так, пивная панда сюда, Лина сюда. Ха! Но выигрывать, скорее всего, я раунда не буду. Поэтому я сейчас предпринимаю решение, что опыт мне будет важней. По-любому будет важнее, особенно когда мне такой баф людей пришел. Ну, не скажу, что довольно-таки рано, но он пришел. И кто, друг, не знает... А тебе немного 2 алхимика, молодой, горячий? Немного? Не? Да. Так о чем это? А, по поводу бафа людей. Баф людей на старте раундов вообще шикарная тема. Если на первых раундах, вот, допустим, вам повезло, и вы на 3-м раунде собрали себе баф людей, то вы полноценный счастливчик. Потому что получить на 3-м раунде баф людей, это очень жестко. Вот просто посчитайте, что за каждый раунд вы получаете по 2 опыта дополнительно. То есть 1 стабильно и еще плюс 2 опыта. И вот посчитайте, сколько к 10-му раунду вы получите опыта. Сколько, если повезет, к 20-му раунду вы просто опыта сэкономите. Вы кучу денег экономите. Поэтому, если вам падает баф людей, то собирайте. Если... Тут меня жизнь к такому не готовила. Ну что, мне надо выходить из инкама, потому что баф людей я хочу оставить. Можно было бы, конечно, гоблинов-мехов распродать, но я что-то не особо хочу сейчас их распродать из-за того, что, возможно, мне придет усиление. Я бы хотел очень найти себе Тинкера в 2 звезды. На самом деле я хочу поставить себе сейчас какого-либо гоблина. И может придет минер. Ну, дай бог придет минер. На самом деле, если снайпер придет, то можно снайпера будет поставить. Но я хочу гоблина поставить, потому что если... Ну, хочу Тинкера поставить конкретно. Вот. Именно конкретно хочу Тинкера поставить. Очень жесткий типочек этот Тинкер. А еще мне нужно клевер найти. Тинкер в 2 звезды это такая мощь. Особенно если еще и Огр в 2 звезды будет, то там забейте. Еще и бабка пришла, обалдеть. Ну ладно, делаем его вот так. Пивную панду мы оставим. Возможно, если будет хорошо дальше и так идти с пандами, то поиграем через Кири Хитреца. Найдем ему нормальные предметы, которые необходимы под этого хитреца, и будем разваливать, правильно? Правильно. Будем пробовать, будем делать красиво. Там тоже парень нашел себе баф людей. При этом у него 40 монет. Чел играет на убийцах. Это мне не нравится. Это будет больно. Это будет очень больно. У меня тоже ситуация, не сказать, что очень плохая. Типа у меня хорошая ситуация. У меня сейчас будет 88 хп, 30 монет. И это все на следующем раунде. Да, на следующем раунде у меня вообще 40 монет будет. Ну, короче, сейчас 10 плюс-минус раунд. При таком-то столе у меня будет сейчас 50 монет плюс. Шикарно. Замечательно. Сейчас самое главное теперь, чтобы по реликвиям определиться. Потому что если упадет тот же самый жезл Киры, то он уже как бы не актуален. Оу, май! А что это значит? Алло. Давай, Кливер. Ну, Кливер, пожалуйста. Короче, если сейчас так и дальше будут идти панды, то я знаю сборку, на которую мы сыграем. И я, кстати, хочу выйти из инкама. Я очень много денег потратил, но я хочу выйти из инкама. Хочу выйти из инкама. Блин, еще яйцо. Боже, как же я по деньгам просел люто. Короче, хочу выйти из инкама. Взять себе 6-й, что я и сделал. Ну, уже вышел. И распродам вот так вот, короче. Извините, что я так думаю. Но короче. Мысли меня заполняют по полной программе. Думаю, что делать, то или это. В общем, если дальше сейчас так будут идти панды, то я хочу себе реликвию яиц. Но, так же самое, там есть еще и гнездо Мамора. Еще и бесполезное кольцо под меня упало. И выйдем вот так вот 40 монет. Да ну, ух ты, реликвия яиц. Еще и... Блин, ну, короче. Тьфу-тьфу-тьфу.
Буду надеяться, что сейчас мне дальше так панда будет хорошо идти. Правда, и без клевера сижу, но это уже как бы дело третье, правильно? Обидно, что с этого кольца убрали ману, но, как я уже говорил ранее, то, скорее всего, они убрали ману из-за того, что они хотят актуализировать палочку Гарри Поттера. Вот. Я более чем уверен, что, скорее всего, из-за этого. Вряд ли из-за чего-то либо другого. Только не скажи, что ты себе алхимиков 3 звезды соберешь, пожалуйста. Хочу клевер. Знаете, если... Ну, блин, я сейчас не хочу слишком сильно загадывать, но... У меня есть одна идея, как мы можем сыграть на пандах конкретно. Даже не на пандах, а мы можем сыграть на синергии кунг-фу через хитреца. Не, ну это жестко, это очень жестко. Яйцо я не буду сейчас юзать в магическую панду, потому что я в нее не верю. Если бы это был нефритовый генерал, я бы уже, ну, просто пятки бы сверкали, и как бы я бы бежал улучшить этого нефритового генерала. Но не буду этого делать. Я очень хочу, чтобы мне пришел нефритовый генерал. Фу! Хитрец! Смотрю на хитреца и говорю за нефритового генерала. Жестко? Жалко, у меня клевера нет. Вы прикиньте, если бы у меня были в каждой панде было бы по клеверу. Это было бы идеально. Он алхимиков 2 звезды достал. Ну, в принципе, почему нет? На самом деле неплохо он сделал. Он себе поставил нефритового генерала. Ой, нефритового генерала. Он поставил себе алхимика. У меня уже нефритовый генерал головного мозга. Ой. Короче, поставил он себе алхимика, собрал его в 2 звезды, и он собирается через инсеков играть, как мы видели. Поэтому, в принципе, ну ладно. Хозяин-барин. Как я надеялся, что это пришел хитрец, ребята. Как же я надеялся, что это пришел хитрец. И не передать словами, насколько жестко я надеялся на то, что мне сейчас придет хитрец. Я очень хочу получить хитреца раннего в 2 звезды. На самом деле, это настолько кринжовая ситуация, когда начинают сыпать панды. Почему? Ну, потому что, во-первых, у тебя идеальная экономика становится. Идеальная. То есть... У тебя настолько хорошая экономика становится, что просто не передать словами, особенно если у тебя есть хитрец, нефритовый генерал, все это в 2 звезды. Это все довольно-таки рано, потому что тот же самый хитрец, если тебе падает, ты ставишь себе просто синергию кунг-фу, более-менее нормальные предметы, и все. Хитрец, синергия кунг-фу будет разрывать 90% столов, если они не прям супер-ультра жесткие. Там очень много урона прилетает. Сам нефритовый генерал дает стан на 4 секунды своими камнями. И урона там, ну, извините меня, нормально. Ух ты, сколько пандочка магическая нанесла по гоблину убийцы. Да, так я тут еще и выиграл раунд, прикиньте. 2700 хитрец нанес. И магическая панда 1400. Не пришла мне пандочка. А знаете, у меня появилась сейчас в голове другая идея. Как мы можем поступить сегодня? Мы можем собрать драконов под чисто панд. Ну, чисто панда, как по мне, это будет слабо. Поэтому сыграем на, наверное, синергию кунг-фу через хитреца все-таки, если все дальше так хорошо пойдет. И еще, ребят, у меня к вам вопрос. Точнее, не вопрос, а накидайте своих сборок в комментарии, какую сборку вы хотите увидеть. Я буду стараться исполнять по мере возможности, соответственно. Давайте такую активность проявляйте. Не стесняйтесь, я не кусаюсь. 6 убийц. На самом деле хочу на убийцах еще сыграть. Хочу темпларку снова реализовать. Ну, мне вот какой-то закон подлости, но почему-то я не могу записать мартретку. У меня какое-то проклятие, походу, на эту мартретку, потому что... Спасибо. Просто спасибо тебе. Чистосердечное спасибо. Красота. Не, ну теперь игра заиграет совершенно иными красками. дай клевер. Скипаем. Почему я скипнул? Там был медальон. И, ребят, я во всех своих играх говорю о том, что никогда в жизни не скипайте медальон. Не надо. Окститесь от этого. Не делайте грубейшую ошибку. Я сейчас скипнул медальон чисто из-за того, что я сейчас вижу, что никто, ни одна душа не будет собирать себе
синергию жрецов. Там уже есть инсек заранее. Против инсека на жрецах играть нет никакого смысла, от слова совсем. Только если вы играете условного через зомбаря, либо же через чена, который наспамит ничего себе там. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну все, это пандапад. Это пандапад. Ребят, все, режим пандапада начинается. Если так начинают панды сыпаться, то значит панды будут сыпаться всю игру. А это значит что? Правильно. Мы будем играть сегодня на драконах плюс пандах. Такая сборка, это сразу вам говорю, это реализация скилла. И явный показатель скиллухи. И вот просто сейчас обратите свое внимание. Во-первых, инсект собрался, во-вторых, эльф собрался. И эльф будет собираться и дальше, да? Он уже Марси в 2 звезды собрал. Тоже у меня есть история по поводу Марси. Сейчас я вам расскажу. Вот просто обратите внимание сейчас. У меня 16 раунд. У меня почти 8 уровень. У меня на столе ничего нет. Только вот мои кровные пандочки. И все. И все. Как бы все. Вот и все. Тут меня, конечно, чел на Марсе вынес. Это логично. Но если бы у меня был нефритовый генерал, то, скорее всего, он бы меня не вынес. Ну, и либо синергия кунг-фу полная. Я удивлюсь, если сейчас чел там соберет себе Марсе в 3 звезды довольно-таки рано. Почему я удивлюсь? Потому что, честно, я тоже пытался сыграть на Марсе. Тоже пытался, у меня была идея, сборка, там все дела. Я собрал себе Марсе к 30-му, по-моему, 30-му плюс раунду. 3 звезды. При этом мой соперник на 8 уровне, без шлема Ареса, собрал себе Эмпреску в 2 звезды и Дизраптора в 2 звезды. И это все, если что, было без шлема Ареса. И у меня от этого так 5-я точка загорелась, что просто не передать словами. Я не знаю, где я так нагрешил, но почему-то на Марсе у меня какое-то проклятие. Я обожаю этого героя. Герой шикарнейший. Мой любимый герой, можно даже это так назвать. Но почему-то, ну как-то не хочет он, чтобы я его собирал. Почему, даже не знаю. Еще и Марси пришла. Ну, буду Марси покупать. Пусть будет. А баф людей я... Да что ж такое? Извиняюсь, что-то у меня... А что такое? Санечка, что такое? Слишком впечатлился. Сейчас, если еще один хитрец придет, я активирую реликвию яиц и собираю хитреца в 3 звезды. Ну, план надежный. Как швейцарские часы. Я, конечно, не особо хочу спешить с реликвией яиц. Да, ну и хитрец не факт, что придет еще довольно-таки быстро. Но хочется, короче, чтобы хитрец пришел довольно-таки быстро. Вот. Короче, надеюсь, когда-то у меня получится записать его Марси и показать ее во всей красе. 2 волшебника, хорошо. Но пока что не буду брать. Вы поняли рофл сейчас? Там чел на Марсе уже почти собрал ее, ну, можно сказать, в 3 звезды. Он еще играет через манго. Он деньги сейчас особо не тратит. Хотя я удивлен, почему он деньги не тратит. Но это жестко. Это очень жестко. Я просто сравниваю, как я ролил Марси. И... Ну ладно, это скилл. Это скилл. Все, короче, проехали. Проехали. Это скиллуха. Ну, тут чел через жезл Киры собирался, скорее всего. Ну, короче. Вот, на Марсе у меня какое-то проклятие. И прикол самый в том, что будет в игре несколько человек, кто будет играть. Вот там через синергию кунг-фу, Марсе и тому подобное. Один человек соберет Марси в 3 звезды. Идеально рано соберет. Идеально рано. Каким образом он это сделает, непонятно. Но он это сделает идеально рано. Еще инвокер пришел. Ничего себе. Вот это, конечно, подгончик.
Ладно, инвокера продам, не хочу видеть пока что инвокера. Марси идет, хорошо. Вот у меня сейчас на 8 уровне тоже шанс выпадения на Марсе 35%. Ну, не конкретно на Марсе, а на фигуры 3-го тира. Но все же. Он соберет его быстрее, потому что у него уже там Марс есть. О, клевер это хорошо. Закидываем нефритового генерала. Кто вдруг не знает, то клевер работает на синергию панд. Пандаменов. И у каждой панды отдельно повышается шанс выпадения панды. Ух ты. И антимаг. Я, короче, магическую панду закинул. Я хочу магическую панду себе ставить. Хотя на самом деле, не знаю, оставлю я эту магическую панду или нет. Еще обезьяна пришел. Еще и Свен пришел. Я почему говорю, что не знаю, оставлю я магическую панду или нет. На самом деле причина довольно-таки простая. Ну давай яйцо мне еще 2. О. Отлично. Я, правда, все деньги потратил на это, но, поверьте, оно того стоит. Я еще синергию кунг-фу себе полностью поставил. Да и вообще красавчик. Так вот, я пока что поставил себе магическую панду в Мамору, хотя, наверное, это была ошибка. Может, стоило все-таки поставить нефритового генерала. Ну да, вопросов не имею. Вопросов я не имею. Все. Тут я даже говорить ничего не хочу на этот счет. Вы сами все прекрасно видите. Ой, все, после этой игры я пойду себе накапываю валерьяночки в виде там 100-150 грамм. Ну это жестко, ну серьезно, ну что это начинается-то, а? Бесит? На 20-м раунде в 50 плюс монет он собирает себе Марси в 3 звезды. Изи. Я просто расскажу жизненную историю сейчас. Скажем так, чтобы вас не напрягать особо. Жизненная история. Я взял себе 7-й уровень. На 7-м уровне шанс выпадения на синие фигуры 35%. Я заблокировал еще большее количество. На то время, по-моему, это убийцы были. Там их 4 штуки было, по-моему. Точно не помню. Короче, заблокировал убийц. И тупо ролился. И я к 30-му раунду только тогда собрал себе Марси в 3 звезды. Это такой кринж был. Боже, как меня разорвало после этого. Это не передать словами, насколько жестко меня тогда разорвало. Я так бесился, что не передать словами, насколько это было жестко. Но в этой игре сейчас у меня есть хитрец 3 звезды. Ну, посмотрим, кто сильнее. Просто Марси теперь я точно не соберу. Наверное, знаете что? Мне стоило подождать и в Мамору не закидывать магическую панду. Мне стоило подождать обезьяну и закинуть обезьяну в Мамору. Вот, скорее всего, мне стоило так сделать. Ну ладно, в любом случае, контент есть контент. Я хочу замутить очень интересную сборочку. И буду я делать себе драконов. Драконов. Все. Дракончики, значит дракончики. Через хитреца. Какие предметы мне необходимы под моего хитреца сейчас? На самом деле все просто. Мне необходимо сейчас это, во-первых, синергия драконов, а предметы мне нужны следующие. Посох 3-го тира 100%. Кстати, тайт есть в игре. Возможно, я магическую панду даже использовать и не буду, потому что в игре есть тайт. Контроль всегда приветствует. Контроль всегда это имба. Ну, я думаю, тут вы прекрасно и без меня это знаете, но все же. Контроль всегда имба. Плохо ваншоты прилетают. Посох 3-го тира необходим. Щит 5-го тира необходим. Мьёльнир 5-го тира мне необходим. Мьёльнир мне необходим 5-го тира. Что мне еще такого надо? Мамора не поднимается. Ну, это дефолт, но... У меня там собака немножко с ума сошла. Так, чел на инсеках тайда себе нашел. Еще один тайд есть. Ух ты. 2 инсека будет противных. Но с хитрецом в 3 звезды, по идее, я должен не ощущать этих инсеков. Правда, есть одно огромное но. Если там наспамнится очень много никсов, то я могу просто сам себя уничтожить. В легкую. Итак, ну давай, Марси или хитрец? Бам! Давай.
Бэм! Ай, вкусно, вкусно, вкусно. На самом деле, Марси под драконов довольно-таки неплохо будет смотреться, потому что Марси сразу будет активировать свою способность и просто пойдет в бой наваливать по полной программе. Ну, поставлю сразу уже магическую панду в 2 звезды. Не знаю, соберу ли я ее в 3 звезды или не соберу, но если соберу, будет хорошо. Не соберу, ну и в принципе плевать. Сейчас самое главное, чтобы мне с этих мобов упал посох 3-го тира. Он мне прям кровь из носа необходим, этот посох 3-го тира. Кстати, надо одного дракона продать будет. Марси не факт, что в этой игре я соберу. Элементарно из-за того, что там уже есть конкурент, который собрал себе Марси 3 звезды. Если бы он не собрал себе Марси в 3 звезды, то я бы имел еще огромный шанс собрать себе Марси в 3 звезды. Это был бы просто отличный герой под драконов. Вот серьезно. Кунг-фу синергия, это прям имба. Вон, пивная панда, посмотрите, сколько урона. 2800 нанесла на секундочку. Опа. Нормально так пивных панд насыпала. Еще и панду-убийцу накинула. Он же Эмбер. Хорошо. Ну, тут рандом. Тут ничего как бы больше не скажешь. Взгляд Азеса неплохой предмет против любого хп-регена. Так, щиты я скипаю, на такой стадии игры мне уже не нужны. Посох 3-го тира я нахожу в легкую, а вот теперь сейчас будет урона. Дай бог каждому. Теперь мне осталось только идти в уровень. Марси на автопокупку поставил. Мне не хватает еще одного дракона. И уровень и еще раз уровень. 10-й нужно брать. Жалко, здесь нету аптечки священника. Можно было бы еще и 12 уровень себе поставить. Можно было бы еще и всех панд оставить. Вы прикиньте, 5 драконов, 4 кунг-фу. Это уже 9 слотов. Плюс ты можешь оставить еще 3 слота сверху. То есть 3 панды ты можешь уже оставить сверху, пусть они апаются потихоньку себе. То есть ты взял себе 12, так у тебя еще и 4 панды есть. Кайф, кайф. Ну, 5. Это круто. Правильно же помещаются все панды? 5 панд, из них 2 кунг-фу. 5 драконов. 10 слотов уже, да? И 2... Ну да, помещается. Хорош. Отвали, Сайленс, отвали! Еще и Дум прилетел. Йо! Нет, жить хочу. Хорошо. Отлично. Инсек был наказан. Инсек был наказан. Ну да, там Дум. Вот это вот неприятно. Ну ничего, сейчас у меня будут маги-драконы, поэтому плевать. Я, кстати, поставлю все-таки панду-убийцу. Наверное, все-таки стоило мне не магическую панду ставить, а нефритового генерала. Просто генерала этого, ну, вроде и легко контрить, а вроде и нелегко контрить. Ну, ладно, тут он на 9 уровне собирается, окей. Уже себе собрал антимага в 2 звезды. Но на самом деле это хорошо, что катка будет не такая легкая. 2 огромнейших инсека. Ну, один инсек слабоватый, на 3-м месте который, а второй инсек довольно-таки неприятный. Очень неприятно. Но там больше всего неприятно то, что чел на 1-м месте собрал себе Марси 3 звезды. Он рано ее собрал, поэтому у него такое количество хп, и в целом он себя отлично чувствует. Вот так вот. Ну ничего, у меня тоже получится записать Марси. Я целенаправленно буду сидеть и тупо записывать эту Марси, потому что я тоже хочу записать Марси. Мою любимую девочку. Имбульку. На. Просто 900 урона, на. Отдыхай. Так, ДК. ДК. Так, ДК. Ну, я, наверное, волшебников ставить не буду. Алхим в 3 звезды. Ну, благо у него хотя бы предметы не очень. Кстати, кто вдруг не знает, то Клевер работает на синергию кунг-фу. Он работает на то, что синергия кунг-фу может намного лучше активироваться. А как в целом синергия кунг-фу работает? Рассказываю. Синергия кунг-фу работает от урона,
которую вы наносите, чем больше у вас урона, соответственно, тем выше шанс, что сработает синергия кунг-фу, как первого уровня, так и второго уровня. Синергия первого уровня кунг-фу, она снижает просто наполовину хп, на 50%. А синергия второго уровня кунг-фу, есть вероятность, что прилетит ваншот. Этот ваншот пробивает абсолютно все. То есть он пробивает, если что, щит жреца тролля в легкую. Да много чего пробивает. Минусы, конечно, тоже там огромные есть. Но это к этому по порядочку. И, соответственно, как еще синергия кунг-фу работает? Чем у противника меньше хп, тем, соответственно, выше вероятность, что сработает синергия кунг-фу. Вот так. И это клевер, это все, если что, перемножает. Да не, хрень какая-то. Наверное, волшебников придется все-таки продать. Да, у меня тогда просто места не хватает. Просто тупо места не хватит. На самом деле какой-то абсурд. Просто обратите внимание, я сижу чисто на пандах. Чисто на пандах. Из-за того, что у меня есть хитрец. Ну, это прям имбулька. Я, кстати, сейчас попробую рискнуть найти себе предмет 5 тира. Мне нужен Мьёльнир, мне нужен щит. Хекс еще, в принципе, неплохо пойдет, но в основном мне нужен Мьёльнир. Я не буду спешить, мне клевер все-таки еще необходим, подожду следующий раунд. Да, надо подождать следующий раунд. Так, Рубик, иди отсюда. Затесался этот вот Рубик. Спрятался. Укрылся от меня. Глянь на него. Так. Вот на самом деле в эльфах очень жестко антимаг триггерит меня сейчас. Это проблема. Это такая заноза в 5 точке, что просто не передать словами. Ух, как я разорвал их. Ух, хорошо. Минус. Я ему очень мало сношу. Вот сколько я мне сейчас несу? Минус 4. Хитрец. Хитрец в 3 звезды сносит минус 4. Серьезно? Охренеть. Да. Это, конечно, кринж. Как же там алхимику не повезло с предметами. Я ему сочувствую. Ему упал камень Кира. Это, наверное, один из худших предметов, который мог упасть просто. Один из худших. На самом деле я хочу себе Тайда. 10-м слотом я себе хочу Тайда вместо магической панды. Я даже на самом деле сейчас хочу Мьёльнир больше, нежели щит 5 тира. Хоть щит 5 тира это слишком жесткий предмет, но Мьёльнир 5 тира я хочу намного больше, потому что у меня тогда и посох 3 тира будет работать на этот Мьёльнир. И Мьёльнир будет работать на свои тычки, так еще и когда тебя дамажат. Когда тебя дамажат, то, соответственно, тоже есть вероятность, что сработает Мьёльнир. Это жестко. Там очень много урона. Там ультра много урона. Еще и рейд ночных зверей мне упал. Вообще шикарно. Так, надо лишних панд убирать. Ну, генерала все-таки... Ну, надо убирать этого генерала. Ну, не нужен этот генерал. Вообще не нужен. Что там, предмет 3 тира крафтят? Ну, удачи. Да, играл бы я через Марс, я бы этой маске радовался бы на 200%. Но... Хорошо. Я и радуюсь сейчас на 200%. Это мне нравится. Не знаю, я, наверное, панду магическую не соберу в 3 звезды. Поэтому придется что-то придумать другое. Клевер отдаю хитрецу, чтобы повысить шанс срабатывания. А на самом деле у меня сейчас такой лютый будет прокат. Во-первых, у меня пивная панда будет накидывать свое пиво. Это плюс уклонение, плюс урон. Там выжигание, на самом деле, очень как-то сильно срабатывает под сценарию кунг-фу. Там как-то много урона прилетает, слишком. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто как же я его аннигилировал. Без шансов. Еще и клевер забрал. Вот это я понимаю, хорошечный приход. Так, ну тебе клевер. Хотя на самом деле...
Может, пивную панду закинуть, клевер? ДК идет. Кстати, можно будет ДК в 3 звезды собрать. Ну, из предметов первого тира мне на самом деле особо ничего-то и не надо. Ух, как хорошо ДК идет. Может ДК собрать все в 3 звезды? На сдачу. Ну, генерала мы продаем. Он не нужен. Обезьяну тоже надо будет собрать. По-любому нужно будет обезьяну собрать. Бессмертие и наследие духа огня. Это жестко. Он там будет нереально неубиваемый. Но будем надеяться, что у меня будет срабатывать синергия кунг-фу как надо, чтобы просто выбить ему и все. По-быстрику. Это жестко. Получается, у него сработало бессмертие. После этого бессмертия у него сработало наследие духа огня. Из-за этого он меня просто перебил. Забавно. Продал Марси, пришла Марси. Не, на самом деле, если бы я собрал себе еще и Марси в 3 звезды, и обезьяну в 3 звезды, и ДК в 3 звезды, то я бы тогда пошел, билетик бы купил. Инсектом тоже откисает. Ну вот, чел, на самом деле, на 3-м месте. Ничего особо не делал, просто зашел спокойно в топ-3 на инсеках. Но ему там хорошо фартануло на алхимика раннего. На самом деле, насколько же жестко заметно, как предмет 5-го тира, вот этот щит, понерфили. Ну, на самом деле, я это ощущаю, но я не ощущаю это, когда против меня играет чел. Потому что когда у чела какого-то этот щит 5-го тира, у него он срабатывает, дай боже. У меня же щит 5-го тира как-то, ну, не очень он срабатывает. Может, это, конечно, я там придираюсь к этому и замечаю только, когда он не надо срабатывает. Ну, не знаю. Напишите в комментах, что вы думаете, потому что я считаю, что, скорее всего, и у вас так же самое, что у вас он очень тяжело срабатывает, зато у противника ничего делать. Ой, как же сейчас будет алхимику плохо. А, кстати, по поводу минуса синергии кунг-фу против и этого Никса. То, о чем я недорассказал. У Никса есть огромная проблема. Кстати, синергия Кира слетела молодого, зато у него все равно 6000 хп. После того, как он переродился. Короче. Спасибо. Только за тебя говорить начал. Только за тебя говорить начал. Дума, скорее всего, мне придется против Марса поставить. Или Квапу собрать. Или Минера еще сверху собрать. Я даже не знаю. Ну, Квапа слишком жесткий герой. Я Квапу обожаю. Это такой... На 9-м уровне собрал себе антимага в 3 звезды. Вопросов не имею. Вообще ни грамма вопросов не имею. Дух 5. Он мне не нужен, у меня контроля особо нету. Типа, если бы у меня был какой-то контроль, то я бы духа 5 оставил. Так у меня контроля никакого нет, толку от этого духа 5. Вообще никакого толку. Вернусь к рассказу по поводу Никса и синергии кунг-фу. Если синергия кунг-фу будет срабатывать в активку Никса, то помянем, потому что тогда я сдохну сразу. Это как-то немного криво работает, потому что если прилетает ваншот в Никса, и этот Никс возвращает урон ваншота, то ваншотается сразу хитрец. Ну, хитрец, либо синергия кунг-фу, то есть кто угодно ваншотается. Так, минус инсек, но там чел на эльфах меня выигрывает, это тоже плохо. Это очень плохо, то, что меня выигрывает, и мне надо контроль. Мне нужен тайт. Квапа. Ну, Дизрич, я думаю, мне не поможет. Потому что мне тогда нужен Дизрич в 3 звезды, либо под него Аганим искать. Оп, яйцо. Яйцо я тратить пока что не буду. Тайт, хорошо. Сейчас у меня будут двойные мобы. У меня есть идея. Сейчас.
Я не буду сейчас об этом говорить, потому что это может не случиться, если я сейчас скажу. Поэтому помолчим. Но сейчас вы узнаете мою идею. Яйца пока тратить не буду. Я яйца хочу закинуть в ДК. Хочу собрать себе ДК в 3 звезды. И, возможно, я сделаю его керри. Кто догадался, что я хочу сделать, то поставьте ролик на паузу и напишите это в комментах. Но это там жесткий стол. Слишком жесткий стол. У него 3 фигуры, которые необходимы в 3 звезды. Если бы он поставил себе еще синергию кунг-фу сверху, это было бы люто. Он с Марси бы такой разваливал бы, будь здоров. О, ребята, ну что, контент пошел. Контент пошел. Еще и Безоруж пришел. Ай-яй-яй. Это все мне не надо. Тут все предметы, которые мне не нужны. Вот это имба. Вот это я понимаю имба, ребята. Вы сейчас будете прикалывать. Вы сейчас приколитесь, что я придумал. Так, ДК, пожалуйста, в 3 звезды. Пожалуйста, пожалуйста. ДК в 3 звезды. Но... ДК дай мне. Так, Тайда продам. Марси продам. Квапа в 2 звезды, отлично. Вот это да. Вот это да. Я еще не все деньги мира потратил. У меня еще и внешка обалденная на этого ДК. Короче, о чем я говорил. Я сейчас, конечно, посмотрю. Я не хочу слишком сильно спешить. Все просто. Все на самом деле очень просто. У меня сейчас у ДК есть пассивный предмет, который, ну, пассивка его выжигает. Выжигает процент от максимального хп здоровья. Я закинул ему сейчас мантию. И, соответственно, с этим анти у него сейчас будет синергия кунг-фу, и плюс он будет чистым уроном бить с руки. Потому что у меня есть синергия демонов. Сильно? Это очень сильно. Так, смотрите, что дальше. Если сейчас все пойдет довольно-таки туго, то у меня есть еще одна идея. Я все предметы закину в ДК. У меня и сейчас предметы обалденные под этого ДК. Это жестко. Если что, то он, тычка у него сейчас бьет чистым уроном благодаря мантии короля. Сейчас, секундочку. Секундочку. Могу что-то рольнуть? Ну, мне МКБ надо, на самом деле, против его мясов. Но мне пойдет не только МКБ, мне подойдет еще и Арчит. Это багровый клинок. Цепочка, хорошо зайдет. У меня, на самом деле, сейчас такие идеальные предметы. Во-первых, обезоружь. По 2 целям он летит. И цепочка вот эта 4-го тира тоже летит по 2 целям. Насколько я правильно помню. Но самое главное, это обезоружь. Потому что обезоружь прилетает как в антимага, так и в Марсе. Это вообще 10 из 10. Вы просто понимаете, насколько мне жестко фартануло по предметам. Ой, он антимага поставил напротив меня. Вот это неприятно. Но я должен полететь сразу. Уи! Прощай! Не, получается, цепочка одна летит, а вот обезоружие 2 прилетает. И на Марсе, и на антимага. Боже, какой же это кайф. Идеальные предметы. Но если бы ему пришло БКБ, я бы не был бы такой радый. Он бы меня испепелял. Но, по-моему, мне сейчас и так урона хватает. Короче, если сейчас будет все очень туго, я просто закину все кири предметы в ДК. И все. То есть, посох 3-го тира. Обезоружь. Хотя, может, я и оставлю обезоружь на друг. Короче, посох 3-го тира 100% закину, потому что объясняю, как работает синергия ДК. Из-за того, что у меня сейчас есть мантия короля, все активные синергии передаются в ДК. Ну, там, кстати, есть антимаг, вот этот вот момент я вообще забыл. Там уже есть классовая особенность у антимага. Из-за того, что он ведьмак, он отключает полностью синергию демонов, если у твоего противника нету ведьмаков. Вот, и как работает ДК. У него обычная тычка, она массовая сразу. Хотя не, я только что подумал о том, что можно квапу попробовать, как керри. Но нет, это хрень полная. И вот так вот сейчас сделаю. Чтобы под Марсе сразу так вот этот крик души был. Давай. Мало ли того, что 2 без оружия прилетает. Так я еще и чуваку ломаю люто позиционку. У меня еще и хитрец. Ой, как же сейчас все хорошо. Боже, я сейчас себя прорекламлю на 200%. Пиво. Пиво накидывай. Пиво это уклонение. И пиво это смерть. У меня ДК без предметов нанес 9000 урона. Вкусно. Так вот, первая тычка ДК, она идет обычным уроном. Потом она идет массовая в радиусе одной клетки, насколько я правильно помню. И вот эта вот массовая тычка, она чистым уроном бьет. И третье, это когда у вас дракон 3-го уровня, там начинается выжигание. Выжигание магическое от максимального хп противника. И, соответственно, посох 3-го тира работает на это выжигание. Это очень жестко. Там урона столько много вот этого выжигания.
Если сейчас все туго будет, я все предметы закину в этого ДК и буду выжигать, ничего не делать. Давненько с Мантией Короля у меня не было на канале ничего, поэтому сейчас кайфуем. Кайфуем. Ай-яй-яй. Не, Квапа это, конечно, лютая имба. Как же она душит. Просто сломать позиционку. Мне еще и пак, кстати, уклонение накидывает. Когда накидывает свою способность, он накидывает уклонение. Мало ли то, что пивная панда накидывает уклонение, так еще и пак сверху накидывает уклонение. Предметы у него хорошие. Мне надо МКБ 100% найти, потому что у него слишком много уклонения. Я хоть и знаю, что это не работает, но у него слишком много уклонения. Это нужно порешать. Сейчас, кстати, будет очень много мобов. Я как раз это должен в легкую зафармить. Во-первых, у меня есть цепочка. Сейчас цепочка полетит. Во-вторых, у меня есть ДК с массовым уроном. В-третьих, у меня есть Квапа. Ну, прям кайф. Собрать бы эту еще Квапу в 3 звезды. Чтоб на 3,5 секунды отправлять их в Нирвану. Это было бы кайф. А это еще хорош будет. Ну, не знаю, это, конечно. Вот это просто огромный АОЕ стан. Хотя и у Квапы тоже крик огромный. Да. Ой, у меня сейчас денег будет много. Надо ролить. Ай, я яйцо проролил. У меня просто слишком много денег. У меня же переизбыток денег будет. Надо паролить. Да, это сюда. Все, теперь нормально по деньгам. А вот ненормально сейчас. Я не могу ничего сделать. Так, ролим. Вайпер. Наконец-то усиление по вайперу. Жалко, в этой игре нет Джакира. Можно было бы в Джакира мантию закинуть. Это был бы вообще 10 из 10. Блин, ну не такие предметы неприятные. Он слишком много живет. Дамажит за счет того, что у него есть антимаг. И за счет того, что у него Марси без предметов может наваливать. Будь здоров. Но я предмет 5-го тира не особо хочу искать. Поэтому я, наверное, предмет 4-го тира поищу. Мне нужно МКБ. Ай, была не была, поехали. Хе-хе-хе. Ой, ребята, это трындец. У меня идеальные предметы сейчас под моего ДК. Идеальные не найдешь. Антимисы. Ой-ой-ой, посмотрите, сколько там урона он сносит. Точнее, как он лицо оторвал только что Марсе. Смотрите. Но. 10 тысяч урона. У него 1 хп. У него ж там это... Благодаря манго у него одно бессмертие. Одно. Так, ну мы сейчас это сделаем красиво. Так, посох 3-го тира отдаем. И я взгляд Зесса, наверное, отдам. Хоть он и не работает против Марси. Но он хотя бы минус хп реген дает. Хотя у него тоже там хп регена нету. Яйцо. Еще МК. Пожалуйста. Дизрич, хорошо. Кстати, можно Дизрича поставить. Попробовать чисто, как оно будет. Кстати, а прикиньте, Дизраптора с Аганимом под мантией короля. Еще 4 бога сверху. Там же вообще... Ля, я забыл. Прикиньте. Я такое только что забыл. Ладно. Так, после 3-го тира сюда. Надо было еще взгляд Зесса перекинуть. Что-то я протупил. Но. Ну, кстати, против антимага отлично ДК работает. Все, ему торба. Вкусно. А че он еще живой? А, фу, мне показалось. Я-то думал, что я его 2 раза уже убил. А тут он 3-й раз живой. Кстати, я сейчас попробую Дизраптора поставить. Потому что Silence это Silence. Это не даст кастовать Марсе свои способности. Хотя это, наверное, бред. А я опять забыл активировать сумку Пандамена. Ёлки-палки. Ну, уже бессмысленно, конечно, но все же. На самом деле, сейчас такая ситуация. Одна ошибка и ошибка. Все. То есть, если сейчас что-то неправильно пойдет, то я умер. Потому что он мне снесет все хп.
Но я удивлен, что хитрец нанес минус 4 всего лишь. 3 звезды. Оу! О! 1,6 скорость атаки на секундочку, если что, под взглядом АЗС, под всей этой темой. Боже, как там много урона летит, вы просто оцените. Там больше половины идет магического. Ну, это красиво. Это очень красивая игра. Блин, всегда бы такие игры были. Но это за все мои страдания. За все мои страдания, сколько раз я пытался записать контент. Это тупо за все мои страдания. Жалко, что Инсек зашел в топ-3. Но Инсеку не повезло люто. Не повезло, потому что чел тупо не смог найти себе нормальные предметы. Ну и слава богу. Тот, кто играет на Инсеках, мы все прекрасно знаем, кто он, правильно? Правильно. Блин, хорошая игра. Очень хорошая игра получилась. Но вот челу на Марсе, конечно, люто повезло. Он собрал себе раннюю Марсе. Это прям вообще 10 из 10. Типа, ну, сколько раз я пытался собрать Марсе, у меня так не получалось. Зато, ну ладно. Ладно. Не будем размусоливать концовку. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудь поставить свой лайк, подписаться, если не подписан. И у моего канала есть телеграм-канал, тоже на него подписывайся. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.